И в этом видео я хочу показать вам два журнальных столика, автором которых являюсь я. Как мы видим, у него такая линзообразная поверхность. Этот журнальный столик, он сделан полностью из бетона. Он не покрыт лаком, а полностью отполирован. Этот журнальный столик, на мой взгляд, не менее эффектный, чем предыдущий. Он ближе такой к хай-теку. Сверху у нас терраса. Он очень эффектно выглядит, создает как раз таки впечатление, что это золото. Говорят, нужно быть художником, чтобы уловить дух времени, и дизайнером, чтобы воплотить его. И в этом видео я хочу показать вам два журнальных столика, автором которых являюсь я. И мне очень важна ваша оценка и ваши комментарии. Я считаю, что этот журнальный столик находится на грани между искусством, предметом интерьера и функциональностью журнального столика, потому что, как мы видим, у него такая линзообразная поверхность, и не все здесь может стоять устойчиво, так скажем. Мы запросто можем поставить здесь чашку с кофе, но, например, какую-то высокую вазу, она может упасть. Интересно, что этот журнальный столик, он сделан полностью из бетона, и он был снят не с матрицы, а сделан полностью вручную, как скульптор лепит какую-то скульптуру. Вот примерно таким методом. Он не покрыт лаком, а полностью отполирован, то есть это чистый полированный бетон. Моя идея была в том, чтобы сделать его очень неправильной формы. И также с огромным количеством разнообразных таких, условно скажем, дефектов, которые для бетона, для декоративного можно считать дефектами. Очень яркая выраженная текстура с изменением цвета, тона, и есть микротрещины на нем. Я присутствовал при изготовлении практически на всех этапах. В общем-то, я очень доволен этим результатом. И мне кажется, что если это изделие будет популярно, если оно зайдет, еще его уникальность в том, что невозможно повторить одну и ту же форму. Каждое следующее изделие будет иметь тот же образ, но будет чуть-чуть отличаться где-то по своей кривизне, где-то, может быть, по форме. Я считаю, что в этом тоже есть своя прелесть. Вес этого столика в районе 50 килограмм, то есть внутри он полый, но тем не менее достаточно тяжелый и очень устойчивый. Бетонная смесь, когда она еще не застыла, когда ее только затворили, она бесформенная, текучая, из нее можно что-то лепить, формировать. И этот столик, он как раз отображает вот эту вот бесформенность бетона, которая в какой-то момент застыла и стала твердой. Мне кажется, что такой столик очень хорошо может вписаться в какой-то холл или лобби. Дизайнеры интерьера сами придумают ему применение. Я очень доволен тем, что получилось. Да, так и есть. Этот журнальный столик, на мой взгляд, не менее эффектный, чем предыдущий. Он ближе такой к хай-теку и создает впечатление фундаментальности. Это монолитный бетон, у него тоже достаточно большой вес, и на мой взгляд он может быть использован как такое маленькое пространство для того, чтобы пить чай или кофе. Также на него можно поставить любимую статуэтку или вазу с букетом цветов. Вот примерно такое применение мне видится, по крайней мере. Чем интересен этот столик? На первый взгляд может создать впечатление такой неустойчивой конструкции, но на самом деле у него центр тяжести очень сильно смещен вниз за счет того, что здесь много бетона. Это монолитный бетон, вес всего изделия примерно 30 килограмм. Вот у него равновесие вот здесь находится. То есть я надеюсь, что в картинке будет видно, что он такой тяжелый, фундаментальный и достаточно устойчивый. Конечно, если есть маленькие дети, то это достаточно опасный предмет интерьера. Может быть, он больше подходит опять же, для лобби или такого пространства, больше коммерческого, может быть. Внизу площадь его поверхности, которой он ставится на пол, она специально заужена, чтобы был вот этот вот образ. Сверху у нас терраса. Бетон немножко срозовая, это сделано специально. И вот эта вот конструкция тоже очень интересна. Она сделана из нержавеющей стали и покрыта нитритом титана. Это очень твердое, прочное покрытие, которое прослужит, может быть, даже сотни лет. Самое популярное и известное применение покрывают купола храмов и церквей, имитируя золото. Вот. И это показатель, опять же, того, что это проверенная технология и долговечная. Он очень эффектно выглядит, создает как раз-таки впечатление, что это золото. Это впечатление сложно создать другими материалами, тем более покраской. Ну да, мне очень нравится этот образ. Вот это ровно то, что я представлял себе, когда на стадии проектирования.
Он может быть в разных цветовых вариантах. Мне кажется, также эффектно и круто может смотреться какой-то темно-зеленый бетон вот с этим же покрытием.